Всем добрый вечер. Меня зовут Мидлендс. Я работаю в проекте Archcode Almaty, на площадке которого сегодня проходит наша лекция. Очень рада вас здесь сегодня видеть. В таком количестве. Сейчас будут еще немножко подходить люди, поэтому буквально в течение ближайших 5 минут мы уже начнем. Немножечко контекста. Просто сегодня у нас начало специального цикла. Наш проект Archcode Almaty начинает новый цикл, который посвящен сохранению наследия. И сегодняшней лекцией мы открываем этот цикл. Именно поэтому лекция называется «Критерии ценности», то есть в чем ценность архитектурного наследия. И сегодня мы будем говорить об опыте Великобритании и о том, как этот опыт можно применить здесь. Поэтому у нас сегодня в студии специальный гость Тоби Эббс. Тоби Эббс — это консультант по сохранению, по реставрации объектов архитектурного наследия разных эпох. Он работает в Великобритании, представляет также университет Ноттингем Трент, он там преподает, и также консультирует девелоперов, представителей местной администрации. В плане реставрации, там по материалам, по критериям ценности, а также по законодательству. Toby, please 2 words about yourself. Yes, hello everybody, thank you for coming, and thank you Anil for introducing me. My name is Tobi Ebbs. I will go into that in a little bit more in my presentation. But just to say, I'm visiting from the UK. I've been here for 6 days now, and I've absolutely loved my time here in Almaty. I've been wandering around the city every single day, looking at buildings non-stop. So I'm looking forward to sharing some of those thoughts with you. Yeah, before we begin, I just wanted to add some 2 words, and I will translate yours as well. Тоби здесь находится на протяжении 6 дней, он уже успел очень много посмотреть, и он в абсолютном восторге от архитектуры, которую он увидел. Тоби, кстати, ездит на горном велосипеде, так что он успел объехать наш город также и сходить пешком немножко город. Также я бы хотела упомянуть, что Тоби сюда приехал благодаря рекомендации Оуэна Хазерли. Возможно, вы слышали об этом авторе, который, кстати, писал достаточно много материалов про ландшафты коммунизма, например, вот эта книга, которую мы сюда принесли просто показать. Оуэн Хазерли именно пишет очень много об архитектуре советского периода, поэтому спасибо ему за то, что он порекомендовал Тоби приехать сюда. Мы начнем буквально через пару минут, а пока мы начнем, я бы хотела сказать пару слов о том, почему мы вставили в нашу регистрацию вопрос о том, какое здание для вас важно и ценно. Дело в том, что мы сейчас начинаем новый цикл, где мы хотели бы сделать мини-кампанию по включению одного из зданий в список наследия. И мы хотим сейчас узнать ваше мнение о том, какое здание является для вас важным, потому что мы хотели бы учитывать мнение общественности. И, естественно, будем смотреть уже реестры, которые составлялись до этого, и будем очень учитывать мнение горожан, мнение профессионального сообщества, представители которого здесь сейчас сидят. Спасибо вам за активное участие. Мы потом обязательно опубликуем результаты. Хотела бы поблагодарить Тоби за то, что нашел время здесь провести лекцию. Мы хотели бы поблагодарить также представителей МЕГА, Алматы и администрацию площадки, гостиницы за то, что нам предоставили площадку и постоянно беспрепятственно для нас это делают. Спасибо Венере Гайфудиновой за это, которая сейчас работает в этой организации. И хотела бы поблагодарить наших информационных партнеров, интернет-журнал «Власти». Здесь у нас присутствует Светлана Ромашкина, за то, что мы всегда на связи, и у нас получаются отличные материалы. Дело в том, что мы с «Властью» как раз-таки делаем специальный проект, посвященный сохранению наследия. Не так давно вышел тест
где людям предлагалось определить, памятник здания или нет, и на самом деле выяснили интересную вещь, что люди удивляются, что интересные здания, оказывается, не являются памятниками наследия. И вот об этом мы будем говорить сегодня, потому что как раз-таки для нас не всегда очевидно, находится здание в списке или нет, а именно его отсутствие в списке наследия уже подвергает его опасности. То есть получается, что с ним гораздо проще совершить какие-то манипуляции, нежели с теми зданиями, которые входят в охранный список. Вот. И сегодня мы будем говорить о критериях ценности архитектурного наследия и о том, как это дело обстоит в Великобритании. Дело в том, что когда мы начали работу по исследованию Archcode Almaty в прошлом году, мы поняли, что локальных критериев ценности архитектурного наследия практически нет. То есть мы общались с коллегами, вот, например, Наталья Трикулова сослалась на то, что очень часто специалисты работают именно с глобальными критериями ценности, это ценности ЮНЕСКО, которые не всегда применимы в нашем контексте. Поэтому перед нами сейчас стоит достаточно большая работа по определению и выявлению этих локальных критериев. И о том, какие критерии существуют в Великобритании, сегодня подробно расскажет Тоби, который как раз-таки консультирует и рассматривает все эти заявки на внесение объектов в списки наследия. Вот. И, в принципе, я думаю, что у нас достаточно много людей подошло. Я думаю, что мы уже начнем. Я сегодня буду переводить. Вот. Поэтому, если вам что-то вдруг непонятно, поднимайте руку, и мы будем уточнять информацию. Okay, so I just said that we're starting a new cycle dedicated to preservation of heritage, and that you will tell more about your experience about value criteria of architecture in UK and how you work with the preservation and what is your role and and about all the details. I think we're about to start, so Toby, please begin. Yeah, sure, of course. Just before I start, could I ask how many people here would consider themselves to be fluent in English? Okay, so when I give talks, I tend to get a bit passionate about my subject because I am very passionate about it. So I apologise if I start becoming incomprehensible, but Anel will assist me. Да, прошу прощения, иногда я, так как мне тема очень близка, я иногда могу быть очень эмоциональным во время рассказа, поэтому прошу меня простить за это и надеюсь, что Анель, то есть я, сможет донести до вас суть. Okay. So, yeah, as I said, I came here 6 days ago. I had a meeting with Anel and Adil. We talked about what they're doing, their program here in Almaty, and we decided it would be a good idea for me to come and give you some ideas from the UK. Я приехал сюда 6 дней назад, и мы встретились с группой Archcode Almaty, где мы окончательно решили, что будет хорошей идеей сделать лекцию, посвященную именно ценности архитектурного наследия. Вот, и поэтому я здесь. So my name's Tobi Ebbs. I'm a lecturer at Ноттингем Trent University in the UK. I lecture in heritage, historic buildings and historic building conservation. I also work as a consultant for local authorities, municipalities and property developers, advising them on historic buildings. Да, меня зовут Тоби Эббс, я являюсь лектором по теме наследия в университете Ноттингем Трент, а также я являюсь консультантом по вопросам наследия для местных администраций и девелоперов. And this is my university. Interestingly, it actually looks quite like buildings that you might see in Almaty. This was built in the 1950s. It's incredibly rare to find a building like this in the UK, and it is very well protected by law. Вот в этом здании находится наш университет. Он немного напоминает те здания, которые я видел здесь в Алматы. Оно построено в 50-х годах прошлого столетия, и оно является достаточно редким для города, поэтому оно подлежит сохранению, и оно очень, то есть его очень серьезно охраняют.
Okay, let's do the boring bits first, okay? So we're going to talk about the technical aspects of historic building conservation in the UK. It's a little bit administrative, but let's just get through it, okay? Because it's important and it's necessary. So there are 500,000 listed buildings in the UK. That's a lot. That is the most in Europe, of any country in Europe. We have 500,000 listed buildings. And they are graded by their significance in terms of their importance. Ну, начнем со скучной части. Прошу вас немножко потерпеть, потому что это очень важная информация, с которой я все-таки хотела бы начать. Вообще, если говорить о наследии, об архитектурном наследии, то в Великобритании этого наследия великое множество. А именно, это 500 000 зданий, которые находятся под охраной. Вот. И мы поговорим сегодня о технических аспектах именно наследия. Вот, да, и существует определенный лист, список памятников, которые оцениваются согласно определенным критериям. Okay, here we go. So, excuse me. I'm just going to get some water actually. So we've got 500,000 listed buildings. The most important ones are grade 1 listed. That's 4% of our total. We have grade 2 star. Okay, there's the star, grade 2 star, that's 6%. Those are the most important buildings. And then we also have grade 2 listed buildings, 90% of our total amount. So as you can see, the most important buildings, there's only 10% of those which are grade 1 or grade 2 star. The rest are grade 2, 90% of those. Ну, давайте перечислим, сколько и каких у нас памятников наследия. И я начну с класса 1, который является наиболее значимым в плане ценности, и всего 4% от общего числа зданий. Существует другая категория, которая называется класс 2 со звездочкой. Это здания чуть-чуть менее значимые, чем здания класса 1, но их количество достигает 6% от 500 000. И существует класс 2, зданий, которые входят в список. Их гораздо больше, это большая часть списка, это 90%. Вот, здания класса 2. Okay, so there are two parties responsible for looking after our listed buildings. The one and the two. The one. Hello? Yeah. The grade 1 and the grade 2 star listed buildings, they are looked after by the central government, okay? So they are called Historic England. That is the central government, they look after those buildings. The rest of the buildings that are looked after by local authorities. Now local authorities are the people that I work for, and as I said, that's 90% of listed buildings. Да. Ну, в общем, есть две большие организации, которые следят за сохранением наследия. Во-первых, это организация, которая называется «Историческая Англия». А во-вторых, это главный правительственный орган, который отвечает за самые важные категории зданий, класса 1 и 2. И вторая категория – это локальные местные власти, вот, которые тоже участвуют в процессе. Okay, so here's an example of a listed building in Ноттингем, which is where I work. This is the city council, this is the local authority. This is an 18th century townhouse that would have been occupied by very wealthy owners originally. There's recently been an application to change this, completely remodel this building. So we are responsible. We take the decision, yes or no. Do we approve or do we not approve? Do we allow the change or not? Вот пример, да, который мы сейчас рассмотрим. Это здание находится в Ноттингеме, класса 2, и сейчас там находится городской муниципалитет. Это здание 18 века, которое являлось раньше таунхаусом, и там на него подавали заявку, чтобы произвести с ним какие-то манипуляции. Вот. By we, who do you mean we when you say we are? We are the local authority, so we make that decision. I work for the local authority. И получается, что решение по вопросу реконструкции и реставрации этого здания, то есть по внесению изменений в это здание, должны принимать местные власти, которые я консультирую. The grade 1, the grade 2 star, the really interesting stuff, I mean, let's face it, this is the interesting stuff. They look after it, okay? They won't let us, they don't trust us with these kind of buildings. So that is for the government, not for me.
Возможно, вы узнаете это здание, да? То есть здания такой категории обычно рассматриваются организацией «Историческая Англия». Это здание вот как раз-таки входит в самую важную категорию 1 и 2 со звездочкой. Okay, we have listed buildings. We also have locally listed buildings. Okay, so these are not on a national list. These are on a local list, and they are not as well protected. I'll just keep translating while we're talking. Вообще есть две категории тоже более широкие. Да? Первая категория — это список местного значения, список объектов местного значения и список объектов национального масштаба. Вот, это очень важно. То есть есть здания, которые имеют историческое значение, но не входят в охранный список, они обычно помещаются в список локального значения. То есть они получаются в категории потенциальных претендентов на внесение в охранный список. The most important thing about a local list is that the community themselves identify this list. So it must be community who decide what is relevant on a local list. Очень важно, что этот список, вот именно локальных объектов, определяется местным сообществом и горожанами, которые сами решают, какие здания должны быть внесены в список претендентов, то есть потенциальных памятников наследия. Okay, here is a locally listed building. It's not important enough to be nationally listed. It's a beautiful Art Deco 1930s college building. Has lovely geometric proportions, decorative brise-soleil, very nice building, but it's only local. It's not relevant to the national list. Ну, взять, к примеру, это здание, да, то есть здание местного колледжа, которое было построено в 30-х годах прошлого столетия. Оно построено в стиле арт-деко. Вы видите, здесь интересные детали есть, вот окна, например, да, то есть интересные моменты, но вот очень важно, что оно пока не является памятником наследия. Оно входит только в локальный список потенциальных объектов наследия. Okay, now I think this is the most important aspect of British policy for conservation. Harm versus public benefit. Существует очень важная деталь, то есть это очень важная вещь в политике определения памятников наследия. Во-первых, то есть есть специальное определение, которое называется, это инструмент, с помощью которого определяется ценность зданий. Это общественный вред против общественной пользы, то есть это соотношение общественного вреда и общественной пользы. So, you want to change a building? Yeah, we all know about this building. You must, in the UK, make a decision, whether it's Historic England or the local authority. Do the public benefits outweigh the harm? Or does the harm outweigh the public benefits? Вот, например, смотрите, допустим, существует определенное здание, с которым либо нужно определить, возможно с ним проводить какие-то манипуляции или нет, или должно ли оно входить. Ну, то есть, во-первых, речь идет именно о манипуляциях со зданием. Это касается любых изменений, связанных со зданием. И здесь вступает в силу именно этот тезис, то есть здесь нужно обязательно взвесить соотношение общественного пользы, которое принесет изменение этого здания, и также вреда, который нанесут изменения. Вот, допустим, если рассмотреть этот пример, то тут можно подумать, в чем состоит вред, а в чем польза. И вот как раз-таки это определяют два центральных органа, о которых я говорил ранее. Это вот историческая Англия и локальные власти, если речь идет о зданиях топ-класса. So, my understanding, this might not be true, but my understanding is this building now has disabled access, fire regulations improved, and a greater capacity. Those are the public benefits. But what level is the harm? Взять, к примеру, здание, которое многим из вас известно, это бывший это дворец Республики, который находится на пересечении Апая и проспекта Достык.
Здесь, если я подошел к этому зданию, рассмотрел его и изучил, и я могу сказать вот что. Если измерять общественную пользу, которую принесло изменение этого здания, могу упомянуть три вещи. Первое, это там есть доступ, полноценный доступ, по-моему, достаточно инклюзивный к зданию. Во-вторых, это пожарная безопасность. И третье, это вместимость по количеству людей. Да. И теперь давайте рассмотрим вред. Okay, so it's a difficult decision. It's a hard decision to make, but somebody has to make it. Are those public benefits outweighing the harm? Okay, somebody has to make that decision. Очень сложно принять решение бывает по поводу именно общественной пользы и общественного вреда, то есть и определить именно какое перевешивает, но кто-то должен принимать это решение. Okay. This document is very important in the UK. The most important policy is harm benefit, and this policy is called conservation principles. Есть определенный документ, согласно которому определяются все эти критерии. Он называется conservation principles, вот, по которому мы и работаем. This is how we define a heritage asset. This is how we define a historic building. There are four values: evidential, historical, aesthetic, and communal. And if you are going to list a building, one of these values must be huge. It must be nationally significant. Вот, смотрите, здесь есть 4 важных категории, согласно которым определяется статус здания. Первый, то есть это критерии ценности наследия. Первый это доказательный, второй исторический, третий эстетический и четвертый общественный, то есть коммунальный. Вот. И очень важно, что если речь идет об исторической Англии, то здание попадет в список наследия только в том случае, если у здания, которое подлежит внесению в список, присутствует один из этих критериев ценности. Вот. So, this is interesting. Anybody can apply to Historic England to get a building listed. Right now, we, as a group, could identify a building in the UK and we could actually apply to get it listed. You don't need to be British, you don't need to be important, you don't need to be in politics. Anybody can apply. I applied to get this building listed. Очень важно, что любой может внести любое здание в список наследия. Вот как схематически изображен этот процесс. Во-первых, люди подают заявки в организацию «Историческая Англия». Вот. И не важно, кто вы, и не важно даже, являетесь ли вы гражданином Англии или нет, или Великобритании. Вот. Важно, чтобы вы просто по всем правилам заполнили заявку и подали ее в соответствующий орган. So it's a very democratic process. Anybody can apply. Historic England, they must respond. I always think I would love to have that job of the person who receives these applications. How interesting, you know? So much information, so much you would learn from that job. Вы знаете, я очень завидую тому человеку, который сидит и рассматривает все эти заявки. Представляете, сколько там очень ценной и полезной информации о тех зданиях, которые являются важными для людей. Unfortunately, there's lots of crazy people in the UK, like me, who apply, and 90% of those applications are refused. No, you're crazy, go away. Ну и надо отметить, что в Великобритании достаточно много сумасшедших людей, таких же, как и я, в хорошем смысле. И следствием этого является, что 90% зданий, ну то есть не утверждаются исторической Англией. So, let's go through the four values, because if you are going to get a building listed, one of those values must be nationally significant, okay? Ну, давайте пройдемся быстро по этим критериям ценности, которые я перечислил, и те, которые важны для внесения здания в список. И первый из них называется доказательная ценность. So, evidential value, I don't think you need to translate because it says it there. The potential of a place to provide evidence about past human activities. This is about things that are unique. So, here we have two very special structures.
This is the first mass concrete building in Britain. Does everybody know the difference between mass concrete and reinforced concrete? Вы знаете разницу между массовым бетоном и железобетоном, да? So this building, so mass concrete, there is no steel frame, there's no metal work, there's no encasement in steel, it's just concrete. This is early, very early experiments with the concrete material. То есть это здесь вот в случае этого здания речь идет о просто бетоне, без железобетонных конструкций. То есть этот способ изготовления материала использовался давно, но сейчас уже не используют. Amazing. It looks like an average 1990s office building, but it's grade 2 star listed. It's hugely important. Вот если вы на него посмотрите, он выглядит, как будто его построили в 90-х годах. Но это не так. То есть он входит вообще-то в категорию 2 со звездочкой, то есть это очень важный объект наследия. This is just a bridge. It looks like any other bridge. It doesn't look special, but it is the first reinforced concrete structure in Britain. Again, grade 2. Sorry, grade 2 star, upgraded. We upgraded it. И вот, к примеру, этот мост, который выглядит как множество других, вроде бы чего в нем особенного, а вот что. То есть это именно первый в истории Великобритании мост, который изготовили с помощью железобетона. И именно поэтому его внесли, это уникальная именно поэтому конструкция, которую внесли в категорию класса 2 со звездочкой. 99% of people who walk past this bridge have no idea how important this bridge is. 99% людей, которые проходят по мосту или рядом с ним, не представляют себе, что он входит в памятники наследия. So that's evidential value, okay? Something very, very different to historic value. This is historic value. The ways in which past people and events can be connected through a place to the present. So this is about stories. This is about individuals, people's lives. It's about the way in which we can connect to the past through people and places. Я немножко перейду, I'll translate a bit. Историческая ценность – это как раз именно та ценность, которая связывает людей истории прошлого с настоящим. И очень важно, что да, здесь очень много именно больше человеческих историй. So, you all know, you've all seen Les Miserables, you know about the workhouse, yeah? If you were homeless, if you had no job, if you were a woman with a child and no husband, you went here in the Victorian period, okay? A very miserable place. Вот здание слева – это здание, куда бы никто не хотел попадать во времена викторианской Англии, потому что туда попадали люди бездомные, женщины без работы, женщины, которые, то есть, ну, безработные люди без дома, и если кто-то не работал, то его насильно отправляли в этот дом. То есть это часто в британской литературе упоминается, например, вот Оливер Твист. But amazing, you know, the stories of this place, amazing. This building has a negative association. It has a dark and very harrowing history, but it's grade 1 listed. Вот, например, это здание, которое вот на картинке 1836 года, это работный дом Саутвелл, он вошел в список наследия, и он класса 1, несмотря на то, что у него достаточно темная история. То есть в смысле, что это не самые благоприятные факты из истории Англии, которые нам хотелось бы вспоминать, тем не менее, оно вошло в топ-категорию. This one interesting. Evidential values here, 0. There are no evidential values to this building. It's just a house. That's it. But whose house is it? John Lennon. This is controversial because what about Ringo? What about Paul McCartney? What about George? Why him? What about the others? It's very subjective. Ну вот, например, здание справа, казалось бы, обычный дом, но он не очень-то обычный, потому что это дом, в котором жил и родился Джон Леннон. И тут возникает следующий вопрос. То есть это здание, которое внесено в список, и оно в классе 2. Почему именно внесено в список зданий, в котором родился Джон Леннон? А что вот с Ринго и Пол Маккартни, они что, все не очень важные? Ну, то есть это вот интересный момент. Okay, we've done evidential, we've done historic. This one, we're going to revisit this, okay? Aesthetic value. So, the ways in which people, sensory and intellectual stimulation
from a place. This is about well-being. This is about things that make you feel good. И вот мы подходим к очень важной ценности, эстетической, да? Это та ценность, с помощью которой здание, это то, как здание воздействует на на интеллект человека и на его чувства, в том числе эмоции, да? То есть это то, что сложнее всего как раз-таки измерить. So, this is a diving board, an Art Deco diving board from a swimming pool. There's nothing historic about this. It doesn't tell us anything about architecture. It's just beautiful. Вот, например, объект слева — это трамплин в стиле ар-деко. Вот. У него нет никакой исторической ценности. Но у него есть очень важный критерий. Он очень-очень красивый. Aesthetic value is highly subjective. So again, this is quite controversial. Not everybody likes it, but if you don't like that, I think you're crazy. Но смотрите, здесь очень важный момент. То есть вот вообще невозможно поверить, что вам этот объект может не понравиться. Если вам он не нравится, то вы просто сумасшедший. То есть это очень субъективная категория, надо заметить. The same goes for Banksy. What I like about this one is, this is a listed mural. We don't even know who Banksy is. Ну вот смотрите, объект справа — это вот граффити Банкси. Вот, это вот будка нарисованная, да? Ну как так? То есть мы даже не знаем, кто такой Банкси, это такая загадочная фигура, он вообще существует, а вот оно внесено в объект наследия класса 2. Who did it? I don't know. Is it beautiful? Yes. Get it listed. Кто это сделал? Неизвестно. Оно красивое, да, но поэтому оно вошло в категорию. Okay, now we move on to the last one, which is communal values. Последняя общественная ценность. The meanings of a place for the people who relate to it, or for whom figures in their collective experience or memory. So this is about community. This is about how a community values a building. Can I please translate just really shortly? Общественная ценность — это именно то, как люди, это ценность для людей, которые имеют отношение к этому зданию, у которых с этим зданием связано что-то, и люди, которые находятся в радиусе воздействия этого здания, то есть которые живут неподалеку, у которых что-то с этим зданием связано. If you go here in Manchester, this pub is surrounded by many modern buildings. It's one of the only surviving buildings in the whole of Manchester of this period. And that's because the community really valued it. Вот смотрите, есть в Манчестере есть паб категории 2, и это единственный паб того периода, который сохранился в Манчестере. И он сохранился только потому, что это захотели сделать сами горожане, и он именно для них представлял какую-то ценность. То есть у него нет, может быть, эстетической ценности, и других тоже, но он имел значение для людей, которые внесли его в список. This pub, it's not historic. It doesn't tell us anything about architecture. It's not that beautiful, but it is the first openly gay pub in Britain. And the LGBT community, the gay community, they valued it so much that they made sure it got listed. А вот здание справа — это тоже паб. У него нет исторической, нет доказательной ценности, но у него есть очень важный критерий. Это паб, который стал прибежищем для ЛГБТ-сообщества. И именно это дало ему общественную ценность. То есть именно это сообщество и внесло его в список, потому что именно для них оно представляло значение. И оно вошло в итоге в класс 2. Okay, so let's go back to my building. This building, an application was put in by a developer to have this building demolished. They wanted to demolish it. I got very sad. So, I tried to get it listed. Вот это здание, которым я испытываю очень большие чувства, на него подали заявку для внесения в список наследия. Ну, то есть, с одной стороны, с другой, потому что именно девелоперы хотели его разрушить. То есть оно стояло вот на разрушение, то есть на него подали заявку на сохранение. Но, к сожалению, вот вы видите, что случилось. Я очень расстроился. I think this is translated, so it's fairly clear. Evidential, not enough. Historic value, not enough. Communal value, some people, but not everybody. Aesthetic values, some, but not enough. So, local list.
Ну, в принципе, все можно прочитать здесь, поэтому я переводить не буду. Все и так понятно. Sorry. Okay, let's go to Almaty. Yeah, lovely sunshine. Okay, we've been in England. Let's go to Almaty. А давайте теперь плавно перенесемся в наш любимый город Алматы. We love your buildings. Мы обожаем ваши здания. Мы это... Say it again. We love your buildings. Я еще раз повторю. Мы обожаем вашу архитектуру. This book, has everybody put your hands up if you've seen this book before? Поднимите руку, если вы видели это здание, да? Ой, эту книгу. This book has changed everything. Эта книга перевернула все. It's a coffee table book. It's a book with just images, very little text. Это coffee table книга, такой вот специальный термин, которая достаточно популярна. If you are cool, you have this book. Если вы крутой, вы интересный, у вас обязательно есть эта книга. It's on your coffee table. You say, come into my house and you see my lovely book. Она будет обязательно лежать у вас на кофейном столике в гостиной, и вы будете звать гостей и говорить, пожалуйста, приходите полистать. The majority of the buildings in this book are from Central Asia. Большинство зданий, включенных в эту книгу, находятся в Центральной Азии. This is for the hipsters, okay? Это для хипстеров. This is for the academics. Это для академиков. It's here. Вот она тут, одна из них. It's written by my friend Owen Hatherley. Написано моим другом Оуэном Хадерли. He's the reason why I'm here today because he introduced me to El and Adil. Именно он стал причиной того, что я приехал сюда, потому что он познакомил меня с проектом и порекомендовал нас друг другу. If we want to take things seriously here, we read this. Если вы хотите более серьезно погрузиться в вопрос, пожалуйста. If we love the buildings, we read this. Just love the look. Если вам просто нравится вид зданий, то вам туда. This book will be released in October this year, and there is a chapter in Almaty. Вот эта вот книга, написана также Оуэном Хадерли в стиле комиксов, она будет выпущена уже в октябре этого года, и там есть целая глава, посвященная нашему городу, Алматы. Owen sent me an edit, which is not released yet. I read it so I could understand this city, and now I love this city. Он выслал мне не опубликованную еще главу, чтобы я прочитала, и с тех пор я влюбился в город заочно. So there are many books. The books go on and on and on. We are starting to fantasize about this area of the world through the buildings. Ну, в общем, этих книг появляется все больше и больше, и это именно тот инструмент, наш проводник, с помощью которого мы начинаем фантазировать о вашем регионе. And this is a book about British concrete and the post-war, and it's all coming from these buildings. This interest in the UK is being developed from this interest here. Но вот книга справа, конкретопия, которая называется, это книга про здания в Великобритании, послевоенные бетонные здания, и вдохновение, ну, то есть при создании этой книги оно было, оно черпалось из именно вот этих книг, которые были созданы про здания Центральной Азии и бывшего постсоветского пространства. When we opened that beautiful book, which we all just considered, before we saw that book, we'd never seen these buildings. We had no engagement with this kind of architecture ever. Nobody even knew these buildings existed. Но до того, как открыть эту книгу, никто из нас, кто сейчас так очарован архитектурой, не имел никакого представления ни о городе, ни о регионе. И вот именно книга стала проводником в этот мир архитектуры и в вашем регионе. This building is the most famous building from the book. It's not in Kazakhstan, but this is also there, and this is also hugely popular. Everybody knows this building, but the people who read that book, they don't know where it is. Но вот, например, здание сверху, оно очень популярно, оно не находится в Казахстане, а вот здание снизу, оно тоже очень популярно среди людей, которые читают вот эти вот хипстерские книги, да. Но у людей, которые эти книги читают, нет никакого представления о том, где это здание находится. 95% of the people who own this book will not be able to tell you anything
about these buildings or where they are. They just know they're in Central Asia. That's it. Да, люди, которые читают эти книги, они будут только знать, что это здание, ну, то есть центральное здание, Центральная Азия, но они не будут знать детали точно. This is Warsaw. Okay, Warsaw has been very significantly changed with this external insulation. This is insulation which has been applied to the facades of the building. It's not that pretty. Вот, например, посмотрите на фасады Варшавы, да, типичные. Смотрите вот на особенности оформления фасадов, да, такие достаточно типовые. И, на мой взгляд, они не выглядят так уж хорошо. Вот. Но это вот типовой вид фасадов. It's easy to get to Warsaw. It's not easy to get here. В Варшаву из Европы добраться очень легко, но очень сложно добраться в Алматы. But when you get here, you see this, and it is beautiful. It's not Warsaw, it's a different type of Soviet modernism. Вот когда вы приезжаете сюда и видите вот это, вы находите это красивым именно потому, что это уникальный тип модернизма, которого не увидеть в Варшаве. There is detail everywhere. Everywhere I look, I see detail. Very thoughtful, very well considered detail. I can't stop walking around this city. It's like it just never stops. Ну, здесь вы видите очень много разных деталей, которые хочется рассматривать и рассматривать, и это бесконечно. То есть я вот ходил по городу, это вот бесконечно, я просто не могу успокоиться. These buildings are not listed. И эти здания не входят в список наследия. We need a local list. Нам обязательно нужен список потенциальных объектов на включение в охранный список. So, here comes my big theory, which I've created maybe this week. Ну вот, вашему вниманию представляю свою собственную теорию, которую я вывел на этой неделе. Owen is the academic, I'm the professional. Okay? Он с академической среды, а я профессионал. But let's try. Here we go. I think that if we go through these, I think the West has created its own set of values for these buildings. I believe that the West and Europe has created aesthetic values to these buildings. That is a Western interpretation. Но если посмотреть на критерии ценности, например, здание, которое есть в Алматы, конкретно вот этого здания, то есть Запад и Европа определила свою категорию, свои критерии ценности архитектуры, которые существуют здесь. Do the hipsters who have that copybook, do they know, is it a concrete frame? Is it a steel frame? What is the methodology for the cantilevering? Do they know? Нет. Знают ли хипстеры, у которых есть чудесная книга о том, из чего сделан, какие материалы были применены при строительстве, из чего состоит крыша, почему у нее уникальный такой материал и так далее? Нет, конечно, не знают. Do they know the story of this building, what it was used for? They don't even know where it is. Знают ли они об истории этого здания? Конечно, нет, они даже не знают, где оно находится. Historic values, нет. Okay. Communal values. Do they have any engagement with this building? Are they part of the community? Нет. Исторической ценности тоже для них не существует, а также нет общественной, потому что они, то есть западные люди с Европы, они не являются частью местного сообщества, поэтому для них этой ценности тоже не существует. But do we love these buildings? Do we see that roof and think, I've never seen a roof like that in my life? Но могут ли они подумать, что о, какая красивая крыша, я никогда не видел ничего подобного в своей жизни? Да. Да. Okay, so when you do this to a building, вот когда вы сделаете вот это со зданием, do I need to tell you what happens to those Western aesthetic values? Нужно ли вам говорить о том, что случается с критериями ценности, которые у нас есть на Западе и в Европе? Let's go back to England, where it's raining. Давайте вернемся в дождливую Англию. This is a very important document, okay? It's called Heritage Works. Это очень важный документ, который называется «Наследие работы». It was written in 2018, and it essentially says historic buildings are more
economically viable than new buildings. И в этой книге сказано, что об экономической пользе и выгоде исторических зданий. So, this is a project that I was working on in the UK for about 5 years. These are all listed buildings. Это проект, над которым я работала в Великобритании на протяжении 5 лет. Все эти здания на картинке, они включены в список наследия. On the ground floor, they all have very modern, very inappropriate shop fronts. На первом этаже в магазинах и в организациях были достаточно странные оформления входных групп. We've got plastic windows, we've got plastic doors. Пластиковые окна и двери. Yeah, it's translated. We have the fascia, the signage is large and it's internally illuminated. We have windows which are thick, triple glazed windows. The shop fronts themselves are aluminium or plastic. So, what we did, we went to the owners of the building and we said, we will give you 70% of the funding. Что мы сделали? Мы пришли к владельцам этих заведений и сказали, мы вам дадим 70% финансирования. If you give us 30%, so we have 100% funding to restore these buildings. So it's a bit of a deal. Если вы добавите 30% к стоимости реставрации этих входных групп, если вы возьметесь за это. The owner of this kebab shop said to me, "Are you joking? Why do I want to put something historic here? I sell kebabs." Владелец кебаб-шопа, он сказал, вы что, шутите? Конечно, нет. We told them, this will benefit your business. More people will come here if you let us restore these buildings. Тогда мы сказали вот что. Если вы возьметесь за это, за реставрацию, то в ваш магазин придет гораздо больше людей. Это точно. So, let's have a look at this building range afterwards. Давайте посмотрим, что случилось потом. Видите разницу? As you can see, this now has Victorian, 19th century shop fronting. Вот, вы видите, что здесь уже появился викторианский стиль. Hardwood oak doors and windows. Marine plywood fascias. Signage is hand-painted. The glass, the glazing is very slim, very slender glazing. The windows, the doors are made of hardwood. And the shop fronts from Sapele hardwood. It's very expensive. Ну, в общем, в целом, я вам просто общую фразу скажу. Здесь, в принципе, было на слайде все переведено, что просто внедрили все материалы, которые использовались по максимуму в викторианской Англии. И, в принципе, все выглядит сейчас намного лучше. But look at the difference. Suddenly, those historic buildings, all of them listed, suddenly they return to life. It costs money, but look at the results. Ну вот, в общем, смотрите, что получилось. Все эти здания, которые были внесены в список наследия, они преобразились. И посмотрите, что, то есть сейчас эти здания как будто снова возродились и получили вторую жизнь. My kebab shop owner was very happy with his results. Владелец кебаб-магазина сейчас очень счастлив, что он решился на такой шаг. Suddenly you notice the details, like the sash windows. These are original 18th century timber sash windows. Suddenly, they're in your conscious again. В данном случае вы видите, что вот эти окна с деревянными рамами 18 века, они сейчас выглядят как будто по-другому, их подчеркнули. Let's go back to lovely Almaty. Yeah? Look at those mountains. Ну и снова обратно вернемся, да, в наш горный город. I was here with my bike. I have my bike with me, and I was going to Crankmaster, a bike shop. Вот я здесь перемещался на велосипеде и зашел в магазин недалеко от этого района. And I couldn't believe this place. It was amazing. I mean, this archway is like something I've never seen before. И я очень удивился, увидев это место, оно меня поразило. Вот эта вот арка, это то, чего, то есть не похоже на то, что я видел. But it wasn't until I found myself under here that I actually began to realize what this building was.
Но я осознал именно, какое интересное это место, когда я подошел вплотную. То есть до этого я не понимал, что там скрывается классная арка. And the reason is because there's an enormous supermarket which has no transparency, no visibility, just smashed into the front of it. А все почему? Потому что вот этот массивный супермаркет, он просто загородил весь визуальный ряд. This building, I can't believe it's not listed. We need to build a local list in this city. Я не могу поверить, что это здание не входит в охранный список, и я уверен в том, что нужно немедленно его включать, например. Let's go back to England. И опять в Англию. Вот путешествуем туда-сюда. We've got the legislation, you've got the weather. У нас есть законодательство, у вас классная погода. Okay, this is a Grade 2 listed farmhouse in where I work. Это бывший фермерский дом категории 2, который включен в список. Beautiful red brick and pan-tile traditional 18th century farmhouse with wonderful symmetrical proportions. Красивое здание с красного кирпича 18 века. Это бывший фермерский дом, вот, с симметрией такой. The owners contacted me and said, I want an extension to this building. And I said, it's already big enough. Владелец этого здания обратился в нашу организацию с просьбой, то есть утвердить расширение этого здания, на что я ему ответила, оно и так достаточно большое. They said, there must be something we can do. And I said, there is one thing. Он сказал, что-то же можно поделать. Я сказал, есть только одна вещь, один выход. I said, if you can do something which is architecturally lightweight, something which respects the historic character of this building, then maybe we can do something. Я сказал ему вот что, если вы найдете способ добавить сюда какую-то легковесную конструкцию, которая не будет искажать облик этого здания, тогда давайте подумаем, что мы можем сделать. То есть самое главное, чтобы эта пристройка не нарушала композицию и внешний вид здания. They said, okay, let's do it. So we did. And this is what you achieve. It's very simple, but it is very effective. And you do not, in any way, notice that intervention. It's so light. Они согласились, и посмотрите, вот что получилось. То есть вы даже можете не заметить этой интервенции, потому что она настолько незаметна. In section here, it's triple glazed. It is actually now, there is the technology there to build these things in glass, and the insulation quality is there, so it's like any normal construction material with blockwork, brickwork. Вот, здесь применена технология как раз-таки безрамного стекла, вот, это легкое решение. So, shall we try it here? Вот как вы думаете, стоит ли попробовать это вот здесь? It's too late for these buildings, but in the future, it would be good. Well, I'm not telling people what to do, but I'm just offering some ideas of interventions, sensitive interventions. Посмотрите, моя работа не заключается в том, что я говорю людям, что делать. Я просто советую, как можно сделать так, чтобы это выглядело лучше. This building, I would love to see this building given a transparency. I really think that that would actually do something for the commercial value of that building. I think it would attract more interest. Я бы сделал так, чтобы вот этот супермаркет стал прозрачным, потому что именно это подчеркнуло бы ту арку, которая находится за ним, и это также привлекло бы больше людей в этот супермаркет, как это ни странно. То есть для него тоже была бы экономическая польза. I saw a building today when I was walking around, and it was too late to put it into the slides. One of the most amazing buildings I've seen all week. Самое интересное здание, которое я видел на этой неделе. It has this amazing decorative brise-soleil. Вы видите его, да? Does anybody know it? Can anybody tell me where it Вы is? знаете, где оно находится? Кто там рядом находится, часто проходит, поднимите руку. Вот. Yeah, you know where it is? Где оно находится? Нет, вот the girl after, yeah, over there, raising hand. The prospect of Oblayhan and Makataev Street. It's near famous Arbat. Mm-hmm.
рядом с Арбатом. So, as we speak, they are doing some work here. This is a chance. Can we find out what's going on? Но вот там проводятся такие работы, это как раз шанс выяснить, что происходит вообще. If anyone can find out and perhaps email me, I would be very interested to know. And если кто-то из вас узнает, что там происходит, и скинет мне email, я буду очень рад. This one is very interesting. Это очень интересно. You can see where they got the inspiration from, because this is located immediately next to this hotel. И вот можно заметить, откуда вот черпалось вдохновение. Скорее всего, именно от здания, которое находится рядом, вот это вот золотое направление. What I think is so interesting about this is that this is what we, from Europe, associate gold roofs with. Buddhist temples and mosques. Ну вот то, что интересно, вот с чем мы ассоциируем это здание, вот такой вот элемент, мы ассоциируем его с буддийскими храмами. So when we see anodized aluminium golden spires on a concrete Soviet building from the early 1980s or late 70s, that is the aesthetic values that we really admire. И что для нас, людей Запада и Европы, является интересным в этой композиции, это то, что вот этот элемент, который у нас ассоциируется с буддийскими храмами, и вот эти вот золотые шпили с шариками, да, которые венчают советское массивное брутальное здание, вот это именно это сочетание делает его интересным для нас, людей Запада. So when you make your assessment of the harm and the public benefits, you do lose the Western aesthetic values, but of course you must make your own judgment about those aesthetic values. You must make your own judgments. It's not for us to tell you what's important about this. That has got nothing to do with us. Но не нам вам говорить, как определять эстетическую ценность здания. Вы просто можете это учесть при определении эстетической ценности, да, архитектуры. Вот, например, как в этом случае. Обязательно там можно узнать и поинтересоваться, какую ценность именно для людей извне это здание имеет. То есть это может быть, покажется кому-то важным, потому что это можно потом использовать для вас. А вообще вы сами принимаете решение. Очень важно, если вы сами поймете для себя, какую эстетическую ценность для вас, для местного сообщества несет эта архитектура. But I can tell you that anodized aluminium gold panels are my new favorite thing. Но я могу вам сказать точно, вот это вот анодированный алюминий с золотым покрытием, это моя любимая вещь сейчас. So I did a building inspection of the hotel. It's where I'm staying. So I noticed that there are damaged panels. Я, так как я поселился в гостинице Алматы, я провел там небольшую инспекцию. Я заметил, что есть небольшие уже изменения вот в этом анодированном алюминии. Anodized aluminium has been around since the 1920s. It's not something which is commonly used anymore. So when these things are damaged or slipped or lost, they are difficult to replace. Don't forget that. Анодированный алюминий вот, используется уже с 20-х годов прошлого столетия. И нужно помнить о том, что эта технология уже не сохранилась. И поэтому, когда происходят вот такие вот изменения фасадов, да, нужно помнить о том, что этот материал уже практически не восстановим в том виде, в котором. So let's think about the owners and their thought process. This is difficult to maintain. This is not difficult to maintain. Давайте тогда взглянем на здание со стороны человека, которым им управляет и который им владеет. Да? То есть нижняя часть, им сложно управлять, да? То есть его сложно, то есть амортизация достаточно сложна для владельца, а вот верхняя картинка, вот это гораздо проще в эксплуатации. I hope this bit's not too technical. Надеюсь, что это не очень техническая информация. Дайте знать, если у вас вопросы. Because we're going back to sunny England this time. Потому что мы опять перенесемся теперь уже солнечную Англию. You might notice I love Art Deco. I really, really love Art Deco. Наверное, вы уже заметили, что я питаю слабость к арт-деко. This is a beautiful place on the English seaside, where it's always sunny. Okay, let's just say it's always sunny. Это красивое здание на побережье Британии. And a crazy property developer in the 1930s wanted to recreate the French Riviera on the south coast of England. И в 30-х годах его хотели...
a property developer wanted to recreate the experience of the French Riviera in England. И владелец этого здания хотел как бы воссоздать атмосферу французской ривьеры, да, здесь. The windows originally were made of steel, and they were beautiful. They're called crystal windows, if you've ever heard of them. Most of them were damaged in these listed buildings. So, we can now use it's gone. Well, we can now use powder-coated aluminium, which is a replacement. These windows are not original, okay? So, they're powder-coated aluminium. Modern technology, modern materials makes a fantastic replacement. В данном случае мы решили применить алюминий с порошковым покрытием. То есть вот эти вот обрамления окон, они не оригинальные, но тем не менее выглядят хорошо. Это современный ответ, это вот современное решение восстановления подобных зданий и подобных материалов. Okay, so back to Almaty. We're not getting back to England again. How about let's do an experiment? Why don't we get some of these panels, powder coat them in gold aluminium, replace the damaged panels, and see if it works? Because otherwise, this building is next. This building is going to be lost. Ну давайте вернемся уже теперь окончательно в Алматы и посмотрим опять на это здание гостиницы «Казахстан». То есть я бы предложил вот что. Во-первых, потому что вот эти вот материалы уже находятся, ну, то есть в таком не очень хорошем состоянии, я бы предложила заменить поврежденные пластины именно алюминием с порошковым покрытием, вот этим современным материалом, потому что рано или поздно это придется менять, и не факт, что заменят хорошим материалом. I'm saying this because I understand there are architects in the room. I'm sure you know all about this. I'm sure you all know a lot more than I do about these materials. But these are just my humble suggestions. Я говорю именно такими терминами, потому что я знаю, что здесь присутствует достаточно много архитекторов, но я в принципе знаю, что вы также, наверное, знаете, что можно сделать в таких случаях. Okay, let's finish. I've got some recommendations of things to do. Is that about right? Да, Yeah. Да, теперь у меня есть рекомендации по поводу того, что можно сделать в подобной ситуации. Okay, the first thing that needs to happen is there needs to be a local list compiled in this city, and if no one else is going to do it, I'll come back and do it for you. Первое, что я хотела бы предложить, это составить список объектов местного значения, которые могли бы войти в список. И если никто из вас не заинтересован, я лично сам приеду и это сделаю, потому что мне не все равно. The government might not listen. The government might not adopt the local list. But даже если местная администрация не утвердит этот список. But if you create one, you start the process of engagement. Но если вы создадите этот список, вы уже начнете диалог. In Britain, we have locally listed buildings. В Британии у нас есть список вот этих зданий потенциально, которые могут войти в список наследия. People try to demolish them, and there have been cases where that has been refused because it is on a local list. Бывают случаи, когда здания, подлежат, то есть хотят разрушить, но то есть разрушение приостанавливается именно потому, что общественность вносит здание в список местного значения. Buildings like this, I think, are a great example because when you look at them, they're not particularly striking or overwhelmingly impressive. Я бы предложила вот эти здания, внести в список местного значения, потому что они могут быть не супер такими, очень красивыми, но они уникальны. But these careful details, this metalwork, it's so delicate and intricate. And when we talk about system building of the Soviet Union, prefabricated concrete panels, this is not system building. This is more considered. Но вот посмотрите на эту уникальную металлическую работу, то есть на вот эти все детали. Это уже, в принципе, не практикуется сейчас. Это то, что делали во времена Советского Союза. Эти технологий уже, наверное, нет, но это интересно. So, if we're going to identify them, you may have your own methodology. But if you don't, I do think that the value criteria we use in the UK could be useful for you. If you break it down into those four,
I do think it's a very useful methodology. Естественно, вы можете создать свой локальный список критериев ценности, да, но почему бы не использовать то, что уже создано до этого, да, то есть, например, можно уже использовать критерии ценности, которые уже разработаны в Великобритании, их всего 4, их можно доработать и уже использовать. There is so much documentation on the Historic England website which you can use and it is easily transferable. На сайте исторической Англии уже есть достаточно много документов и материалов, которые можно использовать в числе законодательных и адаптировать к местной среде. I think this one is the most important and something that I must remember to do. We must engage with the local community. It cannot just be led by experts. It cannot just be led by architects and historians. И вот 4-й пункт, да, engagement, то есть вовлечение местных жителей, это то, о чем я всегда себе напоминаю. Очень важно обеспечить взаимодействие с местным сообществом, с местными жителями, потому что определение ценностей и наследия не должно стать только прерогативой экспертов и людей, которые состоят в организациях и утверждают именно эти ценные объекты. A local list is for local people. Список местного значения для местных людей должен быть. Okay. The next one is, what about building some more academic relationships around this field with English or European universities, especially, of course, Ноттингем Трент. Это вот небольшой product placement. Вот, в общем, нужно обязательно развивать отношения. Ну, то есть, если речь идет об этих зданиях, можно всегда, используя эти здания, и налаживать международные связи с европейскими университетами, например, с университетом, откуда я, Ноттингем Трент. But I am serious. I have maybe 60 or 70 students that would come here and voluntarily write your local list with the community. Я вам могу точно сказать, что у меня есть 60-70 студентов, с которыми я работаю, которые с удовольствием могли бы сюда приехать и совместно с местным сообществом составить этот список. Obviously, I was making a bit of a joke about the hipsters and the coffee table books earlier. On a more serious level, we are ready to engage because the interest is there. It's difficult to get here, it's a long way, but the interest has gone beyond architects, it has gone beyond historians, it has got to the general consensus. И, конечно, я пошутил, когда говорил о хипстерах и вот этих книжках, которые лежат на кофейных столиках, но в чем я абсолютно серьезен сейчас, это то, что интерес к этим зданиям, к этой архитектуре уже пошел дальше, чем дальше архитектурного сообщества. Сейчас эти здания интересны гораздо более широкой аудитории, и это обязательно нужно использовать. And finally, I haven't talked about this today, but it's a building recording easily found on the internet. Any buildings you think are at risk of demolition soon or major interventions, we have a very detailed methodology of how to record those buildings. И в отношении зданий, которые находятся под угрозой разрушения, у нас вот в Великобритании есть специальная методология, мы обязательно очень внимательно архивируем, скажем так, не архивируем, то есть описываем это здание, то есть документируем полностью все детали этого здания для того, чтобы если оно вдруг будет разрушено, то у нас как минимум останутся подробные материалы. Photos, drawings, measured surveys, elevations, sections. You go out there, you do it, you put it into the archive, and then you chain yourself to the building. Фотографии, чертежи, эскизы, все, что вы можете собрать, если вам это здание интересно, и все. А потом? Потом вы можете к нему пристегнуть себя, чтобы не дать его разрушить. Have you seen this book? It's very interesting. And finally, I'd just like to give a massive thanks to Anel and Adil, because I met them only 6 days ago. Owen, my friend who wrote this book,
he put me in touch with them, and immediately they welcomed me like a member of their own family. They took me around the city, they told me what's going on here. They have an amazing objective, they have an amazing mission, and I think we should all give them a huge amount of support. А сейчас я бы хотела поблагодарить Анель, то есть меня, и Адиля, который где-то там находится. Да, он почему ушел. Вот за то, что я их встретила на самом деле 6 дней назад, благодаря рекомендации Оуэна Хазерли. И огромное спасибо за то, что они дали мне вот экскурс именно дали мне экскурсию, ну, то есть провели меня по городу, показали и рассказали о том, как они работают здесь в городе. За это им огромное спасибо. Вот. И давайте вместе поблагодарим. And last of all, I wanted to put my email on here, but I forgot to do that. I have an email address which I think you can perhaps put out on with the written content. Please contact me if you have any questions about the UK, about this presentation. I would love to engage with you. I would love to come and do some work here with you, if anyone has that availability. Теперь, wait a second, I want also to thank you for your great job and your insights into our architecture. Я бы хотела тоже, в свою очередь, поблагодарить Тоби за то, что он так подробно рассказал о своем опыте и экспертизе, и поделился с нами, и готов ответить на ваши вопросы, если они у вас возникнут, он оставит свой email. А также у нас есть ваши email, да, когда вы тут регистрировались. То есть, пожалуйста, обязательно, если у вас вопросы, пишите, если вдруг вы спуска. Во-вторых, да, там повысились, снизилось количество безработных вот в этих магазинах, повысился приток людей, которые посещали эти магазины. А также вот во всем близлежащем районе также стало приходить гораздо больше посетителей. Отчасти, возможно, это уже мое добавление, что там улучшился внешний вид и эстетика, то есть люди стали больше туда. Those shop fronts cost a lot of money. That hardwood, sapele, oak, mahogany, very expensive, and they need maintenance. So the argument, it's difficult, but once you show them those numbers, the ones we've just discussed, it's about, those trying to get rid of those short-term objectives and putting it into the long term, which is exactly the point, I think, the question about what to do here. Главная сложность заключается в том, что вот в эксплуатации вот эти все детали, то есть оригинальные, не оригинальные, я имею в виду, стоимость реконструкции вообще достаточно высокая. То есть вот эти все, вот это дерево, да, вот эти все материалы, они очень дорого стоят и не очень дешевы в эксплуатации, поэтому нам было сложно убедить. Но когда мы показывали цифры, и наша главная задача была убедить владельцев, то есть перестать смотреть именно на краткосрочную выгоду здесь и сейчас, и показать им более долгосрочную выгоду и цифры, которые они увидят в долгосрочном будущем, в долгосрочной перспективе. Sorry, but unfortunately, one thing you cannot measure financially is the sense of well-being. Your sense of well-being cannot be put into numbers. Единственное, что очень сложно оценить и замерить, это вот это благосостояние и чувство самоудовлетворения. Нет, это больше не благосостояние, но чувство даже, да, может быть, благополучие, нет, это сложно. Well-being в смысле хорошее самочувствие, качество жизни, да, качество жизни, хорошее самочувствие. Это очень сложно измерить. Вот это самый главный наш челлендж. Так, кто-то там еще поднимал руку. Thanks, Toby, for such a great lecture. I have a few questions about UK's best practice, because you mentioned that there is a list of local authorities and governmental, historically in England, which is decided by persons like you, and you said that there is a person you love to be, who's getting all these requests to put on the list. I would love that job. Yeah. What a job. Yeah. For a geek like me, that is paradise. But most importantly, I think that how to become this guy, because this guy is deciding, this guy has passion,
these guys has... The people in this room, it's the people in this room. Of course, but somebody from the authorities should say that this guy has good taste and he should decide which these buildings should be on the list or not. So how this manager, it will be elected somehow or second, my question, I want to continue. That you said about preservation buildings, that there is a list of buildings that in the list, and you don't have right to do something without any Authority. Yeah. But most importantly, also is to preserve environment of the building, not to building itself. Is it any legislation of UK government that you cannot build among this building, around this building, such a tall building or ugly buildings? I think it's also important to preserve environment of these buildings. Thank you. Thank you. Good questions. Did you want to translate? Очень коротко, ну, то есть комментарий. Очень, как вообще стать таким человеком, который вот так замотивирован вот это все вносить в список, потому что не так просто таким человеком стать, и вот комментарий был, да, у всех у вас есть эта возможность. И вообще второй вопрос состоял в том, что как, то есть вопрос в том, что не как сохранить не само здание, а среду вокруг него. Потому что часто бывает так, что вокруг здания бывает что-то застраивает, тем самым нарушают его, ну то есть не только его внешний вид, но доступ к нему и визуальный доступ, да, то есть как с этим быть и какой ваш опыт? Okay, Yeah, so thank you for those good questions. I have two responses. Firstly, that job, the decision maker, historic England, that dream job we all want, or I want anyway. Those values, they have to decide whether one of those four values or more is nationally significant. And they have to write a report which tells you why they agree or they don't agree. So when I submit buildings for listing, they often say no. They've said no every time apart from once. And I've got buildings upgraded from 2 to 2 star, 2 star to 1. But that report, it makes me so angry. Because I think, no, you're wrong. This is nationally significant. This is important. I have maybe 200, 300 people supporting me with this, with the evidence, and it makes me very cross. So it is still a subjective process, and you're right to make that point. I can say this is very democratic, but ultimately it is their decision. It is the government's decision, and it will still be a subjective decision. But who puts these guys in charge? Like you are, from historic England. Well, historic England jobs are advertised, nationally, and the majority of the people who work for them have done a PhD or maybe 2 PhD. I mean, they are seriously knowledgeable people, and they deserve to have their place. I work in historic England all the time. I respect them. I respect their decisions, and they deserve to be there, more or less, not all. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, работа мечты — это вот работать в исторической Англии, да, потому что именно они обладают вот этой вот возможностью утвердить здания, которые подаются на сохранение, то есть люди снаружи, то есть горожане, они пишут вот эти заявки, а сотрудники исторической Англии, они составляют целые отчеты, большие отчеты по каждой заявке, где они пишут свою экспертизу, также собирают все данные, учитывая мнение людей, комментарии, в том числе потому, что каждое здание, оно application, оно вывешивается на сайте, оно в открытом доступе, то есть все желающие могут там откомментировать, то есть все это учитывается, составляется подробнейший отчет. И самая главная особенность состоит в том, что все-таки так или иначе это решение принимается именно этой организацией. И здесь есть некоторая доля субъективизма, потому что как бы иногда тоже я не согласен, да, с принятыми решениями. Почему это здание, да, не национального масштаба, да, то есть не класса 1, а всего лишь там, не знаю, класса 2 или вообще не внесено. И у меня часто бывают по этому поводу вопросы. Однако вот такова реальность, вот именно эта организация сейчас обладает наибольшим влиянием и возможностью именно
сказать последнее слово. Вот. Ну и эти люди, у них есть PhD, это не просто, это необычно, ну то есть у них есть экспертиза, поэтому у них есть вот, ну так, они еще к тому же работают в этой организации, они могут это сделать. Ну, как-то так. But they're not like some evil lord in a dark tower, you know? They are very easy to communicate with, and they do great work with things like lesbian and gay community, and they work with the Black Lives, which is an organisation community, and they work with them to do thematic surveys of important buildings that have communal values to the lesbian and gay community or to the black community. So marginal communities will work with Historic England very closely, and they'll get those buildings that matter to them listed. Но я что хочу сказать, это не просто вот какие-то драконы, да, которые там в какой-то башне сидят. Это люди, которые достаточно активно работают с местным сообществом и активно проводят разные опросы. Они работают с местными вот, тематическими организациями, например, вот, с ЛГБТ, с сообществом черных, ну, то есть, которые защищают права черных. Да, это очень важно, потому что это вот взаимная работа. То есть они, проводя опросы, выявляют именно это общественное значение для этих сообществ. И это очень важная работа, она происходит, и всегда существует какой-то диалог. Это очень важно. I mean, there was a great example recently, a toilet, just a toilet, was listed in London because it was one of the first places that gay men would meet secretly. A toilet. It doesn't have aesthetic value. It doesn't have, well, it has historic value and communal value, but it doesn't have, so that's, you know, Historic England are a very progressive organisation, in my opinion. The second question, we have Yeah. Really fast. Вот не так давно, за примером далеко ходить не надо, в Лондоне в список объектов наследия был включен туалет, в котором встречались представители ЛГБТ-сообщества тайно, когда еще они были подвержены гонениям. То есть этот туалет стал достоянием вот их сообщества, и они именно вот синициировали его внесение в списки. И очень важно, что вот историческая Англия вот достаточно открыта к таким вещам. То есть у этого туалета нет эстетической ценности, естественно, да, но у него есть историческая ценность и есть общественная. Вот по этим двум критериям оно вошло в список. And just with you're talking about the setting of the building, that is a huge topic, and we have fantastic guidance. It's called The Setting of Heritage Assets. Historic England, Google, The Setting, and it's all about how do you experience a building. Because I understand there's been a few problems here with buildings next to very important buildings and views which are being interrupted. I've been learning about those this week. И ответ на ваш второй вопрос, это достаточно просто. Если вы вобьете в Google, how did you say it again? The setting of heritage assets. Окружение исторического наследия, вот, и вы найдете подробную методологию, вот, если вы вбьете еще к тому же историческая Англия, то есть есть подробная документация и методология этого процесса, который вы можете использовать для себя. Вот, я здесь очень часто видел примеры того, как вот, нарушается вот именно это окружение, поэтому я бы здесь это тоже применил. But I actually believe there's a place in new design, new architecture, next to historic buildings, that will actually enhance the value of a historic building. If a building is well designed, it can actually enhance the character and aesthetic of a historic building. Но я верю в то, что я верю в хороший дизайн, вкус, архитектуру, да. Я еще верю в то, что возможно, то есть в этом окружении, то есть в радиусе, там, близком к историческому наследию, то есть можно вполне себе создать, то есть построить что-то, что не только не нарушит облик исторического здания, но еще и подчеркнет его достоинство, и в этом направлении там нужно, наверное, работать. Просто это все касается хорошей архитектуры, это как бы вот на университете. You're doing a good job. Another question. Thanks for a great lecture. I'm Gardner. Like you, I come from somewhere west of Almaty.
I think many people in this room have thought about this, and probably you have too. Certainly your friend Owen has. Many of the buildings that you're describing as beautiful, that I too think are beautiful, were designed for a different style of life, a different economy, and a different politics, right? The transport building in Georgia, right, with the steel blocks, is a brilliant building. It's unbelievably expensive to build like that. Yeah. It was built for a non-market economy, right? So I think part of the challenge here, and I wonder what you think about this, is how you take buildings that were designed without regard for cost, with no interest in marketing, and you preserve them and transform them to make them useful and marketable today. Second, how you take buildings that were designed for large numbers of not wealthy people instead of a small number of wealthy people and convert them into something that's desirable today. I think those are big challenges. And it strikes me that in addition to thinking about the aesthetics of Europe or the United States, it's also important to think about the former socialist space. Certainly in Russia, there's a lot of thought about how to preserve Soviet heritage, right? That needs to be brought into this conversation. So this is an observation plus a question. What do you think? It's a brilliant observation. Let me translate first because it's quite broad. Yeah, absolutely. В общем, вопрос был в том, что и комментарий, то есть меня зовут Гарнер, то есть вот человек, который здесь сидит, зовут Гарнер, он также приехал сюда с Запада, и у него также есть интерес к этой архитектуре. Комментарий состоит в том, что то есть те здания, которых вы упоминали сегодня в своей презентации, да, они были разработаны для другого стиля жизни, они были разработаны в условиях другой экономики и совершенно для других целей. Ну, например, как то здание, вот это вот транспортное в Грузии и так далее. Вот, например, самый, мне кажется, главный вопрос, как это все перенести в наше время, потому что понятно, что вы вот говорили про экономические выгоды, да, как перенести и сохранить это здание, да, и сделать его выгодным и рентабельным в наших современных условиях, когда оно было разработано для совершенно другого стиля жизни и других экономических условий. Это первое. И второе, как сделать это здание, которое строилось для большого количества небогатых людей, то есть как его перенести в современные экономические реалии. Это скорее, ну, то есть вопрос комментарий, потому что дело в том, что именно вот в России тоже есть такие здания, которые требуют переосмысления где-то, да, перепрограммирования. Вот как с этим быть? То есть это вот как быть с этим вызовом? Yeah, brilliant question. And I think to answer to get to the core of this, I challenge anybody to find buildings which are 100 years old. Can I try? Yeah. Yeah, that's much better. Well, hello everybody, my name's Toby. Nice to meet you. Why didn't we think about that earlier? Or perhaps it's good that you couldn't really hear me because I'm talking nonsense. So I challenge anybody to find a building which has survived for 100 years that isn't more valuable than a modern building in terms of its rental values or its sales values. The problem is the mentality. These buildings, the majority of them were built in the 1960s to the 1980s. That's the Soviet modernism we see to here today. That is the made in Moscow national style. I challenge anyone to find buildings which have survived for 100 years that do not have that economic value anywhere in the world. So there's always that question with historic buildings. They were built for a former time. They don't fit and serve the purposes of today. So that is the difficulty. The most recent historic buildings are always the hardest to preserve. I am a passionate member of the 20th Century Society. Write that one down if you're interested in 20th century buildings in the UK, the 20th Century Society. We're a huge organisation, and yeah, they're called C20. Very, very design-led, very nice graphics, very nice detail. And we campaign to save 20th century buildings because of your question being so relevant. People say, this was not built for the
for today. This doesn't fit our needs for today. So we have to try to save as many as we can before the mentality can change. Но вот здесь, видите, дело в том, что да, это и есть сложность, что ни у кого не вызывает вопрос ценность зданий, которым более 100 лет. Я являюсь очень активным участником, страстным участником общества 20 века, которое занимается сохранением именно архитектуры 20 века, поэтому, пожалуйста, загуглите, посмотрите, что это такое. Вот, и мне кажется, что понадобится время, чтобы это изменить, потому что проблема с архитектурой, вот именно построена в 60-х и 70-х годах, вот советский модернизм, да, то есть, что очень сложно доказать, почему эти здания имеют ценность, именно потому что им нет 100 лет, они как-то там между, они очень сложные вот именно с этой точки зрения. Но я думаю, что просто нужно говорить больше и делать больше для того, чтобы эти здания, то есть доказать ценность их дизайна, вот и все, вот и весь ответ. Yeah, excuse me. We go on fascinating tours all over the world to look at 20th century architecture. We are geeks, I'm not going to lie, we are serious architecture geeks. But we go all over the world, and this would be a great opportunity. If you go on the website, you'll see we have tours, we go to different places. You can come over to the UK, I will welcome you, look after you, and you can come on those tours with us. Because your typology is 20th century. What you have here in this city is exactly what we're trying to save back in the UK. So that would be that one. Ну, смотрите, вот мы, например, я являюсь представителем вот именно архитектурных гиков, да, то есть это сообщество, которое путешествует по всему миру, чтобы посмотреть на здания 20 века, которые вот очень активно представлены здесь. И вот, например, если вы приедете, например, в Англию, мы с удовольствием вам проведем тур по городу, да, по местности, да, чтобы посмотрели на здания тоже, что это такое сообщество, да, то есть мы будем о вас говорить и так далее. То есть вот и мы постоянно перемещаемся по миру в поисках интересных объектов. Yeah. Onto this. This is the more difficult question. Reading this book for someone like myself or you, I think, is a roller coaster, because 1 minute Owen is talking about these landscapes in the most beautiful and romantic fashion, and you really think this is utopia. The Soviets, they achieved the perfect state through urban design. And then you turn the next page and he says, it's flawed, it's all wrong. So your question is, you can never stop trying to determine whether they were right, whether they were wrong, and in every country it's different. When Owen's book comes out in October, he writes a beautiful chapter about this city. He says it's the greenest city he's ever been to. And I agree. I mean, I've travelled all over the world, and I agree, this is the greenest city I've ever been to. So, for all of the flaws and the problems of this city, for someone like this, a very critically acclaimed academic, to make that statement about this place, there's balances, isn't there? There are so many balances between the positives and the negatives. Сложность прочтения книги, которую мы уже упоминали, «Ландшафты коммунизма», это написано Оуэном Хазлетом, состоит в том, что на одной странице вы видите совершенно романтичный образ, утопический образ какого-то города мечты, да, то есть где кажется, что в советском государстве архитекторы достигли какого-то немыслимого уровня в дизайне. Следующую страницу и видите, что там написано нет, это все неправильно, неправда, это все не так, это все должно быть по-другому. И у вас в голове, то есть это напоминает какой-то американский горки, то есть вот вниз и вверх, и эта книга будет держать вас в постоянном таком мандраже. То есть, что я также хочу сказать, что очень важно, что он Хадерли в этой книге упоминает о том, что Алматы — это город, это самый зеленый из всех городов, в которых он когда-либо побывал. Это очень важно. То есть он говорит о том, что именно это, по его мнению, является таким типичным образом города-сада, который описывается во многих источниках, которые закладываются город-сад вот именно в модернизме, да, то есть именно Алматы является таким городом самый зеленый.
И вот это является его, одним из важнейших его достояний. То есть это очень интересно узнать, и очень, очень ценно, что это мнение исходит от такого академика, да, который уже много повидал, и у него очень критичный настрой. Все-таки очень важно, что есть чем гордиться. Yeah, I was just looking in here, the second chapter of this book is about the micro-rayon. Does everyone know the micro-rayon? Вторая глава этой книги посвящена микрорайону. Надеюсь, что все вы знаете, что это такое. А возможно, даже живете. So I went with Owen. I read his book before I went with him. I thought I'd better read his book. And we went to Warsaw together. And we went to the micro-rayons of Warsaw, which I showed you the photos of. Every building, system built in the most aggressive late 50s, early 60s fashion, the most aggressive mass production system built housing you've ever seen in the world. All externally insulated with bright green cladding. And Owen was saying, isn't it wonderful? Yeah, it's great. Вы знаете, когда мы путешествовали с Оуэном, мы поехали в Варшаву, вот почему я упомянул микрорайоны. Вот поехали мы туда в микрорайоны, где там вот, где есть типовые здания, наподобие, не хрущевок, но другая типология, вот тоже массового строительства, совершенно такие брутальные с внешней точки зрения, вот с брутальными материалами. И он оглянулся и сказал: «О, как это прекрасно!» То есть вот. Something, if you can get over the aesthetics of the building, you need to start thinking about urban design and public realm. There are parks below at the ground level of these micro-rounds everywhere. There are facilities. The public transport is unbelievable. Those things which contribute towards your sense of well-being, which go beyond the aesthetics of architecture. It's intangible, and those are the things. He's got this huge brain, and he's thinking, he's computing all the different ways in which you can design a city, and that's what he thinks is wonderful. So he's able to get past that. And my point is, here you have detail that it's not the same system building. There are details which give the relief to that experience, and those details, I believe, are under threat. Today I saw buildings being externally insulated. I saw it happening. So do I come back here next time and see bright green externally insulated buildings, О чем думал Оуэн, когда говорил, что микрорайоны в Варшаве прекрасны? Я думаю, что у Оуэна голова как компьютер. Он смотрит поверх только эстетического вида зданий, микрорайонов. То есть он, скорее всего, думал о том, что у микрорайонов есть определенная структура, достаточно эффективная, да, то есть именно планировочное городское решение, да, которое позволяет им быть очень доступными, то есть с точки зрения транспорта, то есть, возможно, он имеет в виду именно доступность зеленых парковых зон вблизи зданий и так далее. То есть он учитывает все эти факторы сразу же, то есть он их буквально высчитывает сразу. То есть это очень важно, что он помимо вот этой эстетической, возможно, для кого-то уродливой составляющей, видит еще вот более широкую картину именно с точки зрения градостроительного дизайна. Вот. И еще, если перенестись в Алматы, то есть у вас есть гораздо больше, чем есть в Варшаве. У вас есть все эти детали на типовых зданиях, которых нет в Варшаве. И вот эти все детали, вот эти все уникальные солнцезащитные элементы, да, которые тоже редко где встретишь, я все время на это смотрю. Я вернусь сюда еще раз, увижу ли я их снова или нет, или они будут уже все заменены на что-то еще. Any more questions? No? I think we have just one question left because we're about to wrap up. Да, давайте, у нас остался один вопрос, давайте очень-очень коротко. Вот вы задавали, да, еще? Кто еще задавал? Давайте, поднимите руки, кто долго тянет руку, возможно, я заметила, потому что я могла не увидеть, кто долго тянет руку, потому что я тоже мультитаск. Вот, вы еще кто? Больше нет вопросов? Все, давайте последний тогда. Thank you so much, Toby. It was such an amazing speech. I just have seen my beloved city from a new perspective. It was really good to see
maybe like a view from outside, from our city to our city. And thank you so much for giving us recommendations to develop a further, vision of the city. And just to wrap up all our, communication here, I just wanted to ask, well, things changed and we changed as well. So what do we have to do in our future? So we have to build and renovate our cities, and Almaty is not the exception. So should we maybe do further works, further constructions in a way to comply